Здравствуйте, самые лучшие зрители! Меня зовут Полина. Недавно ко мне обратилась подписчица с просьбой помочь разобраться, как сшить лоскутный блок, и прислала фотографию. Я посмотрела, ничего не поняла и решила попросить помощи всемирного разума, поискать через Google, поиск по фото. И знаете, я нашла и первоисточник, и схему. В целях добросовестного цитирования ссылку оставлю в комментариях. Скажу честно, шить по чужому мастер-классу – это ужас ужасный. Какие-то непонятные цифры, иностранные слова, мудреный крой. Знаете, гораздо легче придумать свое, чем копировать чужое. Так что я взяла только картинку, а пошив у меня совершенно свой, авторский. Размеры тоже мои. Для работы нам понадобятся квадраты яркой ткани 15 на 15 сантиметров и полоски темно-синие шириной 4 сантиметра, а из светлой ткани полоски нужны будут двух видов шириной 4 сантиметра и 6 сантиметров. Полоски нужны будут длинные. При раскрое на помощь придут специальные линейки для пэтчворка. Кстати, один из самых популярных вопросов – рассказать об инструментах для квилтинга, которыми я пользуюсь. Можно обойтись без мата и без коврика. Достаточно простого карандаша и ножниц. А вот без чего действительно не обойтись, так без хорошей, профессиональной, широкой линейки. Эти линейки премиального качества, изготовлены из самых лучших материалов. Это не китайский ширпотреб. Видите, линейки прозрачные, но одна сторона у них матовая. Это специальное антискользящее покрытие. Это ноу-хау производителей. При раскрое очень важно, чтобы линейки крепко держали ткань. Размер линеек может быть любым. Показываю самые ходовые. Линейка 10 на 45 сантиметров. Чем она хороша? Есть все углы. И с помощью такой линейки очень удобно отрезать полоски определенной ширины. В сегодняшней работе нужны полоски 4 сантиметра. Легко. Приставили линейку и наметили линию среза. Замечательно, что линейки прозрачные. Видно рисунок ткани. Линейка 15 на 30 сантиметров. Удобно выкраивать квадраты 15 на 15 сантиметров. Достаточно повернуть линейку. Вы, конечно, заметили, что на них нанесены все углы. Прекрасная подсказка при крое. А линейка 15 на 60 сантиметров – это вообще основа основ. Она была первой, которой я обзавелась. Еще рекомендую всем приобрести шаблоны равностороннего треугольника и гексагона, шестиугольника. Ссылку, где можно найти все эти линейки, вы отыщете в описании под видео. Итак, повторюсь, что сегодня понадобятся квадраты 15 на 15 и полоски ткани разной ширины. Дальнейшая работа самая простая. Элементарно, Ватсон. Сшиваем вместе эти полоски. Нам нужны будут заготовки двух видов. В первом случае сшиваем вместе длинными сторонами две узкие полоски, а во втором варианте широкая светлая и узкая темная.
Полоски расправляем, швы тщательно разглаживаем ногтем, а потом обязательно проутюживаем с паром. Припуски на швы направляем в сторону темной ткани, чтобы они не просвечивали на светлой ткани. А теперь смотрите, какую хитрую конструкцию мы делаем. Измеряем ширину широкой лоскутной полоски. У меня получилось чуть больше 8 сантиметров. А потом уже узкую лоскутную полоску режем на отрезки такой длины 8 сантиметров. Для одного блока нам надо будет 2 таких кусочка. А теперь продолжим с ними работать. Нам нужны будут зеркальные детали. К короткому краю пришьем поперек подготовленные кусочки по 8 сантиметров. Заготовки расправляем, тщательно проутюживаем. На следующем этапе работы определим длину заготовок. Приложим недостающую деталь квадрат. Место пересечения полосок как раз и будет нужный размер. Оставим небольшой запас, буквально пару миллиметров, и отрежем ткань. Дальше уже, ориентируясь на эти размеры, примерно на глазок, нарежем и остальные заготовки. Почему я не даю точных размеров? Все мы люди, все мы человеки, и каждый шьет со своим припуском. Поэтому лучше сейчас пошагово определим принцип работы, сошьем один блок, а все остальные будем делать по образу и подобию. А вот теперь приступим к работе над сборкой блока. Цветные квадраты начинаем пришивать со стороны узкой перекладины, но шов не доводим до конца детали. На квадрате примерно 7 мм оставляем недошитыми. Делаем закрепки и переходим на следующую деталь. Нитки стараемся не обрывать. Отшитые детали расправляем, проутюживаем. Затем также обшиваем и вторую сторону квадрата. Видите, какие интересные заготовки у нас получаются? С крылышками. Продолжаем с ними работать оригинальным способом. Квадрат сгибаем по диагонали. Следим за тем, чтобы совпадали полоски, находились на одном уровне. А дальше с помощью линейки рисуем продолжение диагонали. Намечаем линию шва. Закалываем булавочками. При работе за швейной машинкой шов начинаем не сразу с края, а делаем отступ, чтобы не зацепить ткань цветного квадратика. Закрепки делаем обязательно. Знаете, девочки, специально показываю работу за швейной машинкой. Лучше 1 раз увидеть, чем 100 раз услышать. Когда все детали прошиты, аккуратно отрезаем ненужную ткань и расправляем заготовки. В отходы идут совершенно небольшие кусочки. Готовые блоки проутюживаем, подтягиваем, придаем правильную форму. Если надо, подравниваем. А дальше уже смотрим и примеряем варианты раскладки. Знаете, в оригинале для крупных квадратов использовала ткань одного цвета. А мне захотелось попробовать разные варианты. Так интереснее.
Сегодня я сшила 6 блоков. Размер в готовом виде 21 на 21 сантиметр. И знаете, мне понравилась эта идея. Думаю, нашить еще таких блоков и замахнуться на какую-то большую вещь. Девочки, дорогие мои, я дала вам идею. Уверена, что у вас все получится гораздо лучше, красивее и интереснее, чем у меня. Ставьте классы, пишите комментарии, заходите почаще. На канале есть много интересного. С вами была Полина. Всем пока-пока и до скорых встреч!